Есть одна женщина, Гвендолин Торп, Оуктри-стрит, дом 9, 23 года. Подарил ей обручальное кольцо, а она гуляет с хлыщом из бухгалтерии. Золото 9 каратов, рубиновая крошка, бриллиант. Наверное, даже настоящий. Всего за 37 фунтов. За целых 37 фунтов. Теперь еще заплатил 100 детективу. Убью его. Нет, нужен профессионал. Большой брат меня найдет. Хотя есть идея. Надомное вязание, наем няни, наемных убийц нет. Дубовые шкафы, душевые кабинки, душегубов нет. Устранение паразитов, крысы, мыши, тараканы. Так. Душитель и палач, чем могу помочь? С какими, я хочу сказать, насколько крупных млекопитающих вы можете устранить? Каких вам будет угодно, сэр. Человека? Разумеется, сэр. Запишите адрес. Паб «Грязный осел», Литл Куртни-стрит, дом Е3. Записали? 8 вечера. Возьмите с собой Таймс, наш сотрудник вас там встретит. Всего доброго. Бертон Кэмпбелл, душитель и палач. Слышал, у вас для нас работа? Вы не похожи на душителя. Ха, боже, конечно нет. Я не исполнитель. Я из отдела продаж. Мы можем говорить свободно? Конечно. Нас никто не услышит. Давайте о деле, сэр.
Итак, скольких лиц вы хотели бы устранить? Арчи Джибанса. Он работает в бухгалтерии книжного магазина. Его адрес... Давайте по порядку, сэр. Вы не против? В курсе наших расценок? За человека 500 фунтов. Плюс акция месяц. 2 по цене 1. Боюсь, большинство людей мне нравится. Мне некому больше желать смерти. Знаете, сэр, мы могли бы еще скинуть. 450 за обоих. Правда? Наши люди сидят без работы. Времена тяжелые, не то что раньше. У вас правда нет еще кандидатуры, сэр? А мы можем встретиться завтра? Я бы пока подумал. Ну, конечно, сэр. Уверен, вы кого-нибудь найдете. Мудрое решение, сэр. Не сочтите за лесть. $500? Мне казалось, вы хотели устранить только 2. Ну да. Мы же так и договаривались. За 2 450. А 500 – это уже мелкий опт, сэр. Мелкий опт? Да. Но я так понимаю, вас это не интересует. Значит, с меня 50 фунтов. Постойте, мне интересно. Расскажите. Как скажете, сэр. 500 фунтов. Это крупный заказ. 10 человек. Но это же всего по 50 за каждого. Да, сэр. Нам выгодна большая работа. Сами понимаете, какие нынче времена. Понимаю, да. Встретимся завтра в это же время. Разумеется, сэр. 1 Арчи, 2 Гвенни, 3. Конечно. Интересно, она еще жива? Учительница физики, школа на Эббот-стрит. Вот тебе сила трения, вот тебе теория относительности. 4. Мистер Хантерсон будет знать, как орать на меня во время собраний. Теперь эти 2. Саймон Эллис, Джеймс, как его там. Что, съели, уроды? 7. Хулиган из старших классов. Смеялся надо мной. Как бишь его? Дэвид Хартшейд. 8. Квартирная хозяйка. Чего придирчиво. А, еще. Это соседка с ее вонючей шавкой. Гадит прямо в коридоре. 10.
Двоюродный дядюшка Мервин. Кажется, он скопил деньжат. Вдруг мне чего завещал? Ух, все. Боюсь, сэр, их 11. Женщина и собака – это не одно лицо. Так, на 70 фунтов дороже. Хотите, исключим собаку? Ну, она же еще хуже хозяйки. Тогда у нас проблема. Разве что... Что? Есть крупнооптовая ставка. Но сэр же не станет. Расскажите, пожалуйста. Что ж, сэр, 17 фунтов за каждого сверх 50. После 200 по 10. Полагаю, на 1000 можно и по 5. Что вы, сэр, обижаете? 1 к 1. Каждого за 1 фунт? Точно так, сэр. Оптом дешевле. Прибыль наша невелика, зато какой оборот, какая производительность. Завтра в это же время? Тысяча фунтов. 1000 человек. Я столько даже не знаю. Может, политиков? Вечно пререкаются, спорят. А заодно и королеву со всей семейкой. Позор нации. Англии нужен другой монарх. А что, если... Я хотел бы устранить 14 миллионов 72 тысячи 811 человек. Какова будет скидка? Выйдет довольно дешево. Дайте прикинуть. Ядерные боеголовки малой мощности, пара бомб в ключевых местах, газовые атаки, эпидемия, упавшее в ванну радио и самая малость ручной работы. Полагаю, около 4000. 4? Это невероятно. Наши агенты будут рады. С вами приятно работать. Это большая редкость.
врач. Чем могу помочь? Я не слишком поздно. Что вы, сэр? Прошу прощения. Можно мистера Кэмпбелла? Оставайтесь на линии, я посмотрю, здесь ли он. Вы на проводе? Да, слушаю. Соединяю. Кэмпбелл слушает. Здравствуйте, мистер Кэмпбелл. Извините, если разбудил. Это Питер Пинтер. Слушаю вас, сэр. Простите, что среди ночи. Просто я думал, спрашивал себя, а сколько стоило бы убить всех на свете? Нисколько. Вы бы не взялись, да? Напротив, сэр. Мы сделаем это бесплатно. Нас нужно только попросить. Вы выполните столь крупный оптовый заказ бесплатно? Стоит мне только сказать, что я прошу вас убить всех людей? Повторите, я не расслышал. Я прошу вас убить всех людей? Спасибо, я принял заказ. Но Не продолжайте, сэр. Мы вам верим на слово. Но... И когда вы начнете? Сразу. Прямо сейчас. Мы были давно готовы. Ждали только, когда нас попросят. Нас всегда нужно было только попросить. Доброй ночи, сэр. Рад был обслуживать вас. Пожалуйста, я не хотел. Нет, пожалуйста, я не хотел. Мудрое решение, сэр. Не сочтите за лесть.